Здравствуйте, друзья! Вот такую вкуснятину предлагаю сделать на обед или на ужин. Кабачок молодой, конечно, и сейчас он есть. Капуста и 2 филешки. 100 грамм сыра. Все на колечки, на полосочки и в духовку. Ужин или обед для всей семьи. Нежная, сочная, даже не сомневайтесь. Капуста, кабачок, курочка. Ничего лишнего. Нам понадобится молодой кабачок, молодая капуста, 2 филешки. Специи у меня паприка, соль, перец и сушеные овощи. Ложечка горчицы, ложка майонеза. 2 помидорчика, 150 грамм сыра, 2 луковицы, кетчуп, сметана. Все. Давайте готовить. Берем противень, застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Капусту режем хорошими толстенькими такими стейками, полосками. Вот так. Сантиметра по 1,5-2. Выкладываем капусту максимально плотненько друг к другу. Нам надо дно, чтобы было полностью в капусте. Вот таким образом мы сделали дно. Я готовлю такой соус быстренький. 2 ложечки сметаны. Вы можете использовать майонез. Мне больше нравится со сметаной. 2 ложечки кетчупа, соуса, что у вас есть. Здесь я уже говорила. Горчица и ложка французского соуса. Перемешали. Щепотка соли. Сам соус я не солю. Просто пробую. Очень вкусно. И таким вот образом капусту мы смазываем. Сделали, отставили в сторону. Мясо. Я беру сначала филешку, разрезаю вот таким вот образом пополам. Еще, если толстенькая, снова пополам. И вот такие полосочки, аккуратненькие, должны у нас получиться. Приблизительно. Вот такие полоски у нас получаются из 2 грудок. Теперь специи. У меня здесь, напомню, соль, паприка, сушеные овощи и перец. Сделали, откладываем. Лук я буду кругленькими кольцами. Не толстенькими, а старайтесь тоненькими. Порезали и на мясо раскладываем. Разделяем кольца и раскладываем. Кажется, что много, просто тоненько порезано. Здесь всего лишь 1 луковица, 100-граммовая. Кабачок тоже кругляшками. Вот таким вот. Такая толщина нашего кругляшка. 3-4 миллиметра. Если будет 5, не расстраивайтесь, пропечется все равно. Кабачки порезали, выкладываем теперь на лук. Немножко внахлёст. Ну вот, такая своеобразная чешуя рыбы у нас получилась. Теперь помидоры. Тоже кругляшочками, только тоненько-тоненько. Ну вот, выкладываем помидорки. Посолим чуть-чуть, поперчим. Ставим в духовку, предварительно накрываем кусочком фольги на полчаса. Духовка на 180 градусов раскалена.
Пока у нас еще есть время, минут 10, скоро будем вынимать, но нам надо подготовить сыр. Сыр трем на терку, на крупную терку. Любой твердый сыр. Быстро готовим заливочку. 2 яйца. 2 с горкой столовые сметаны. Щепотка буквально соли. Размешаем. Добавляем натертый сыр. И этим заливаем сейчас кабачок с мяском и капустой. Так, сыр. Вот такая консистенция нас устраивает. Вот такое горячее, конечно. Будьте осторожны. Пар в лицо. Осторожно. Вот так. Хорошо. Запахи какие, друзья. Ну, специи вы, конечно, на свое усмотрение. Детки будут кушать, тогда уже с перцем будьте осторожны. И опять в духовку буквально на 15 минут. Сверху без фольги ставим. Ну вот, друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. И всего-то кабачок, капуста, курица. Все в равных количествах. Ужин или обед для всей семьи. Ну что, друзья, не буду я ждать, пока остынет. Давайте попробуем разрезать. Горяченькая. Конечно, когда остынет, резать будет легче. Сока, друзья, просто утопает в соку. Что значит кабачок? Поэтому это просто обязательно должно быть сочное, нежное и пропитанное соком. Нежное, сочное, даже не сомневайтесь. Капуста, кабачок, курочка, пару помидор, сыр. Ни муки, ничего лишнего. Друзья, когда немножечко остынет, то вообще будет резаться великолепно. Если даже горячим, посмотрите, как красиво мы видим все слои. Мясо, внизу капуста, кабачок сверху и помидор с сыром. Вкусный, сочный. Готовьте, не пожалеете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Пусть вам будет вкусно!